Итак, золотые мои, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — черчение. Сегодня мы будем вычерчивать вот такую вот фигуру с помощью инструментов аксонометрии, подраздел изометрия, самое такое широко распространенное. Как всегда я говорю, будем от общеобразовательного переходить к частному, то есть принцип воронки. Итак, чтобы приступить к аксонометрии и изонометрии, что нужно сделать? Во-первых, вращаемся к вспомогательной линии, но на сей раз какая будет особенность? Аксонометрия и изометрия, они интересны тем, что вычерчиваются под углом 120 градусов. То есть, вот, грубо говоря, у нас есть линия, возьмем ее как за нулевую точку, ориентир, и будем проводить 120 градусов. 120 градусов, допустим, как можно найти? То есть вот у нас есть угол 0 градусов, а это еще вниз, получается минус 30 градусов, это получается у нас 330. Таким образом мы находим угол. Если мы будем смотреть именно по градусам, вот берем, допустим, по y, как правило это бывает, а это, допустим, по x. То есть у нас выходят как раз те самые 120 градусов, которые нам и нужны. Но нам нужно и еще третий, то есть есть ось x, есть ось y, нам нужно еще ось z. В данном случае у нас это будет такая вот симметрия. Это мы подчищаем, смотрим на чертеж. Значит, как всегда, снизу вверх. Так, что же мы, кстати, здесь из интересного наблюдаем? Казалось бы, обычная функция отзеркаливания в данном случае у нас работает некорректно, как вы можете видеть. Она у нас не стыкуется с противоположной стороной, если только в противоположную сторону от той, которая нам нужна. Поэтому сегодня мы обойдемся стандартными командами Ctrl-C, Ctrl-V. Можно, конечно, повторить через автолинию, но мне, допустим, вот так, допустим, удобно, через обычный отрезок. Но тут уже дело вкусов. Дальше, то есть основу мы сделали, вот эту коробку. Теперь будем вычерчивать кно. Сейчас прошу обратить ваше внимание. Вроде бы вы смотрите, как бы на первый взгляд кажется то, что здесь не симметрично, некорректно. Вот, собственно, автолиния показывает то, что 23 и здесь 23. То есть я задал отрезок 46, 23 плюс 23 как раз будет 46. То есть все симметрично, все правильно. То есть здесь сыграла небольшая такая оптическая иллюзия. Значит, дальше. Мне нужно получить окно размером по ширине 24.
Теперь нужно сделать как глубину. Во-первых, не забываем про данные вспомогательные. Вот на них прям сегодня конкретно будем делать упор. Значит, здесь пока мы притормозим. Почему? Потому что нам нужно знать как толщину стенки. Сейчас мы не знаем. Но как это можно найти? Мы можем найти с помощью другой стенки. Каким образом, сейчас покажу наглядно. Мы выяснили примерно толщину стенки. 10. Хорошо. Далее, значит, у нас здесь будет симметрично, то есть здесь будет симметрично там. Конечно, маленечко нагромождается, но сейчас мы посмотрим в процессе, что к чему и так далее. Заходим в новый инструмент, которым мы сегодня будем пользоваться. Это эллипсы. Здесь есть разные эллипсы, но в моем случае подойдет вот такой. Теперь, что мне нужно? Он, скажем так, у меня сквозной, поэтому мне нужно выяснить толщину этой стенки. Оно мне составляет 9 миллиметров. Хорошо.
Так, и тут могут в неочередной раз глаза поплыть. Таким образом, да, получается, у нас все правильно выходит. Вот, собственно, как будет выглядеть деталь в изометрии. Ну и на этом все, что я хотел вам сегодня показать и рассказать. На этом все. Всем спасибо. Не забывайте давать обратную связь.